Итак, вторую часть фильма снимаем про мотор 161. Наш план действий. У нас вытянута цепь, проскочила по ходу цепь. Кстати, искал информацию по меткам ГРМ, ничего не нашел. Целый час вчера в интернете провел, ничего не нашел. Придется самому разбираться. В общем, сейчас мы будем делать так. Снимаем натяжник, попробуем метки выставить на место. Опять натянуть цепь и посмотрим вообще, то есть компрессия будет, нет, будет заводиться, нет. То есть если клапан погнулся, соответственно компрессия не будет, заводиться не будет. Натяжник поставим с наваренным гаечкой, с двумя, наверное, даже. Попробуем, что получится. В общем, сейчас план действий. Снимаем карбюратор, снимаем вот эту верхнюю обдув и снимаем натяжник. Вот, пока так, дальше расскажу. Включил? Карбюратор мы сняли. Теперь вот здесь два самореза и тут саморез. Снимаем вот эту верхнюю обдув. Так, обдув сняли. Сейчас снимем натяжник ГРМ и попробуем выставить метки назад, как должно быть. Для этого сначала сломим вот этот болт. Теперь сейчас еще здесь протрем маленько и вот эти два болта открутим. Включил? Ну что же, дорогие зрители, случилось то, что не хотелось, чтобы случилось. Но по факту есть факт. Сняли мы цепь, освободили как бы звездочку ГРМ, пробовали сделать, но у нас проблема очевидная. Вот здесь вот обалденный зазор, этот клапан заедает, выпускной. И это, скорее всего, говорит о том, что он гнутый, и поэтому он заедает в направляющий. То есть головку надо снимать однозначно. Скорее всего, значит, при проскальзывании цепи у нас погнуло клапан. Значит, головку мы снимаем. Мы уже наполовину начали. Сейчас снимаем глушитель, снимаем вот этот нижний обдув и будем снимать голову. Глушитель мы победили. Вот болт крепеж и вот болт крепеж. Ну и по стандарту два сзади. Тут вот что-то наколдовано, прям ужасно. В общем, глушитель победили. Теперь да, показываю здесь. Сейчас мы снимаем нижний обдув. Встань. Сейчас снимаем нижний обдув. Вот тут болт выворачиваем. Вот покажи. Тут болт выворачиваем. Этот обдув снимаем. Ну и выворачиваем 4 гайки. Снимаем головку. Здесь она вот не прикручена, смотрю. Кто-то уже лазил по ходу. Так, погнали. Вот здесь два болта уже кто-то вывернул. Нам уже помогли. Их не надо. Ну что, отворачиваем 4 гайки. Снимаем вот этот вот прижимной квадрат. Не знаю, как он правильно называется. Распредвала. Ну, снимаем распредвал. Смотрим, что с головкой. Ну что ж, гайки демонтировали. Давайте вместе. Я просто первый раз разбираю движок. Давайте вместе снимать. Ну, снимаю вот этот вот квадратик. Посмотрим, как он стоит. Ух ты. Вместе с разбезбалом идет. Интересно. Обратите. Ну, тоже EX как бы это к низу. Вот такая у нас конструкция. Сразу же распредвал. Ну, как я и думал, вот верхняя точка, это получается вот эти буквы наверху. И вот так вот параллельно головке, потому что вот как расположены валы. То есть это, скорее всего, вот так должно быть. Буквы вот как бы и параллельно. Ну, вот предполагаю, что так. Ну что ж, теперь головочка. Интересный момент. Оп, снимаем головку. Видим, да? Клапан у нас не закрывается. Так, предполагаем, что он гнутый. Так, ну что ж, у нас здесь вот еще проблема. Коврик придется сейчас доворачивать. Пластик упирается. Ну, в общем, все понятно. Надо с головой сейчас разбираться. Итак, вот такая головка. Такой вот профиль на ней. Как мы ее сняли? Секрет фирмы. Пришлось, короче, чтобы пластик не разбирать. Оператор нажал на заднюю часть скутера. У нас вот здесь двигатель маленько наклонился. И то есть получилось вот в этом низинке как бы вытащить головку. Слава богу. Боялся, что придется разбирать. Ну, все получилось. Так, как видим, этот клапан у нас не шевелится.
Будем разбираться в чем, рассухарим, посмотрим. Так, ну-ка посвети цилиндр какой. Цилиндр похож. Так. Цилиндр. Интересно, сколько поршень, но похож на 157-й. Судя по всему, да, 157-й. Да. Но какой-то цилиндр, походу, здесь... Ну, как я смотрел в интернете, здесь поршень на 61 как бы идет. Ради интереса померим, скажем вам. Ну что ж, голову пошлите разбирать. Что, рассухарили мы клапан, сняли клапан. Пришлось его убивать вот таким вот подходящим по размеру калибровочкой. Что ж, мы сделали вывод, что он не гнутый, он просто приржавел. То есть сейчас он ходит, маленько смазали маслицем. И с виду он не гнутый, нормальный, удара нету нигде поршня. Так что смотрите, какая здесь коррозия, здесь вообще вон какая. Чувствуется мне, что он просто стоял где-то, этот скутер, несколько лет. Скорее всего, даже во влажном месте. Так что придется здесь сейчас смазывать, притирать. Головку подготовим. И попробуем, наверное, его собрать, заводить. Ну что ж, друзья, наш план действий сейчас таков. Клапана у нас вроде в порядке, просто они заржавели. Видно по коррозии. Мы вчера еще тоже снимали это. Походу стоял скутер где-то либо на улице всю зиму, там, либо, я не знаю, несколько лет где-то в сыром помещении, непонятно. В общем, притираем сейчас клапана. Клапаны рассухарили, все. Голова хоть другая, но все по старинке также рассухариваем. Сейчас притрем, посмотрим состояние колпачков. Вроде как нормальные. Сменим, не сменим, посмотрим. Наверное, сменим все-таки. Так-то они держат, в принципе. То есть с усилием клапан, вот, и остается полоска, как бы снимает слой. Так что как бы они рабочие, ну, скорее всего, наверное, новый поставим уж. Есть у нас наличие, хуже не будет. В общем, притираем, ставим на место головку и будем в третьей части фильма показывать, как выставить метки ГРМ. Потому что я вот буквально на днях пытался найти эту информацию, не нашел, придется самим разбираться. В общем, такие дела. Покажем, как выставить метки на этом двигателе, потому что немножко все по-другому. В общем, пока на этом все. Сейчас притираем клапана, будем собирать.